Когда вы отправляете файл через облако, он сначала загружается на сервер, хранится там, а потом скачивается получателем. Есть риски утечек. А что если убрать посредника? Сегодня покажу приложение, где файлы идут напрямую, быстрее, проще и приватнее. AltSendMe — это кроссплатформенное приложение для прямой одноранговой передачи файлов между устройствами. Представьте себе AirDrop от Apple, но работающий между любыми платформами — Windows, macOS и Linux. Ключевое отличие от традиционных облачных сервисов — полное отсутствие посредников. Когда вы отправляете файл через AltSendMe, он идет напрямую с вашего компьютера на компьютер получателя. Никаких промежуточных серверов, никакого хранения в облаке, никаких учетных записей. Проект распространяется с исходным кодом на GitHub. Это означает, что любой может проверить код, убедиться в его безопасности и даже внести свой вклад в развитие. Команда AltSendMe сознательно выбрала минималистический подход. Нет сложных интерфейсов, нет излишних функций. Только самое необходимое для безопасной приватной передачи данных. И это, кстати, большое преимущество, потому что чем меньше кода, тем меньше потенциальных уязвимостей. Скачать приложение можно как на GitHub, так и на отдельном удобном сайте. Но тут сразу есть оговорка. На Windows ставится легко. Максимум нужно будет просто согласиться, что вы доверяете этому приложению, и подтвердить установку. На macOS могут возникнуть свои нюансы установки. Пишут, что при первом запуске может выдаться ошибка поврежденного файла. На GitHub разработчики подробно описали, что делать в этом случае. Открываем терминал и вводим команды. У меня почему-то все получилось без этого. Разве что при первом запуске система отказалась запускать его, так как не доверяла. Идем в настройки, конфиденциальность и разрешаем запустить. Все. Вот такой минималистический интерфейс. 2 вкладки «Отправить» и «Принять». И больше ничего. Да, можно язык поменять для удобства. А теперь самое интересное. Как же это все работает? В основе AltSendMe лежит технология Peer-to-Peer. Для передачи данных используется современный протокол QUIC и TLS 1.3. Каждое соединение защищено end-to-end шифрованием по умолчанию и обеспечена довольно быстрая скорость работы. Стоит еще упомянуть, что для проверки целостности данных используется алгоритм Blake 3. Это гарантирует, что файл, который вы получили, это точно тот же файл, который был отправлен. Даже если в процессе передачи произойдет ошибка или файл будет поврежден, Blake 3 это обнаружит. Интересно, что проверка целостности выполняется не один раз, а дважды, на стороне отправителя при отправке и на стороне получателя при получении. Эта двойная проверка гарантирует, что любое повреждение данных будет выявлено. Если хэши не совпадают, передача считается неудачной, и вы об этом узнаете. И здесь вступает в силу еще одна замечательная функция возобновляемой загрузки. Представьте, что вы передаете большой файл в 50 гигабайт, но посередине процесса соединение разорвалось. В традиционных системах вам пришлось бы начинать все сначала, в AltSendMe же вы просто возобновляете загрузку с того момента, где она прервалась. Это экономит время и очень важно при нестабильном интернет-соединении. Теперь попробуем отправить файл. Можно, кстати, и папку целиком прикрепить. Жмем «Начать передачу», и программа сформирует вот такой тикет. Ключ, который нужно будет отправить получателю любым удобным вам способом. Вот, в принципе, и все, что от вас требуется при передаче файла. Что происходит в это время на стороне получателя? Идем во вкладку «Получить». Здесь есть удобная напоминалочка действий. По сути, просто вставить тикет в указанное поле, ну и выбрать папку, в которой будут сохраняться все файлы. Жмем «Принять» и все. В конце вот такая статистика по переданному файлу, если это интересно. Ну и в завершении нужно упомянуть одну из наиболее сложных технических задач — обход NAT. Эта технология может блокировать прямые соединения между устройствами, находящимися в разных сетях. AltSendMe решает эту проблему с помощью встроенного NAT и резервного ретранслятора с шифрованием. Благодаря этому подходу программа может стабильно работать практически в любом месте сети. Будь это домашняя сеть или корпоративная сеть со строгим фаерволом. Устройство может подключаться откуда угодно. Локальная сеть или интернет — разницы нет. Облачные сервисы для обычных задач или прямая передача для приватных файлов. Выбор всегда останется за вами, но главное, что он есть. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное — оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.